Всем привет, друзья, с вами канал Supreme Show. Мы снова возвращаемся к большим кошкам, а именно к леопарду. В этом ролике мы посмотрим, на что способна эта крупная кошка против очень опасных противников, например, таких как крокодил. А теперь по традиции, как всегда, нарезка. Поехали! Oh my god. Леопард относится к подсемейству больших кошек и роду пантер, куда входят такие ребята, как лев, тигр, ягуар и ирбис. О некоторых из них мы еще поговорим, а сегодня у нас Лео. Говорят, что леопарды самые ловкие кошки, а их раскраска считается одной из самых красивых. Весь секрет ловкости этой кошечки заключается в строении ее тела, которое стройное, слегка вытянутое в длину и имеет очень гибкий скелет. Посмотрим общие параметры нашего зверя и перейдем к самим нарезкам, где леопард покажет всю свою мощь, ловкость и хитрость. В длину тело леопарда достигает 190 сантиметров. Конечно, не стоит забывать, что многое зависит от ареала обитания животного, поэтому мы с вами возьмем средние значения. Также кошка имеет очень длинный хвост, который вырастает до 110 сантиметров. Вес не очень большой для такой длины тела и составляет 75 килограмм. Рост в холке леопарда обычно доходит до 75 сантиметров. Все дело в том, что лапы кошки короткие, но при этом необычайно сильные и отлично приспособлены залезать на деревья. Давайте посмотрим, что любит наша киса употребить на обед или ужин. Меню довольно разнообразно, но в основном это олени, косули и антилопы, которых леопард иногда любит затаскивать на дерево. Еще охотник умеет ловить обезьян и птиц прямо на лету, причем на деревьях. Отдельно рассмотрим охоту на домашних животных, а именно на собак. В сети много роликов, как леопарды ночью утаскивают собак без особого труда. Еще эта кошечка может запросто напасть на человека, если почувствует угрозу, и последствия такого нападения могут быть очень печальными. Особенно часто это происходит в Индии. Для кошек такого крупного размера ареал обитания довольно обширный и занимает саванны, горные и лесостепные области почти всей Африки и Юга Азии. Размножение, брачный период, продолжительность жизни, образ жизни, описание различного окраса, характер и поведение животного давайте оставим за кадром. Следующим пунктом будет борьба за пищу леопардов и львов. Лев является естественным врагом леопарда и по возможности любит отбирать добычу нашего героя себе, а иногда и убивать. Конечно, составить конкуренцию льву леопард не может, и ему остается только спасать свою шкуру. В первом ролике группа львов загнала и окружила леопарда. Видимо, до начала съемки ему уже неплохо досталось, и сытые львы не очень были заинтересованы в пятнистой кошке, которая в итоге при помощи небольшой хитрости все-таки сбежала, чем спасла себе жизнь. Вот пример того, как более доминирующий хищник с легкостью отбирает пищу у более слабого. Еще один интересный и необычный случай. Здесь леопард потерял бдительность и подпустил льва настолько близко, что еще пару мгновений и леопард оказался бы в зубах своего врага, откуда выбраться было бы проблематично. We're in Haiti right now. At the Citadel is one of the wonders of the world, eighth wonder of the world. And it's literally... Смотрим следующий ролик, где не менее хитрая львица, чем сам леопард, бесшумно подкралась и бросилась в атаку, но наш герой вовремя ее заметил и после непродолжительной погони скрылся на дереве.
Несколько львов загнали леопарда в тупик, где он пытался хоть как-то укрыться от своих обидчиков. Неизвестно, чем закончился ролик, но по виду львов было понятно, что никто из них не желает вступать в серьезную схватку с леопардом. Леопард против крокодила. Подобных встреч этих животных в дикой природе не очень много, поэтому мы еще посмотрим, как ягуары справляются с зубастым монстром, и даже как быстрый и ловкий гепард угодил в пасть крокодилу. Начнем с гепарда. Очень редкие и уникальные кадры, где крокодил без труда схватил и утащил в воду довольно крупную кошку, которая в зубах крокодила оказалась просто безобидным котенком. А вот и ягуар, и стоит упомянуть, что в местах обитания ягуара водятся именно кайманы, на которых он и охотится, а не, например, огромные нильские крокодилы. Немного усилий и небольших кайманов ягуары смело могут побороть даже в их водной среде, после чего вытащить на берег и приступить к трапезе. Вот несколько кадров подобной охоты. Смотрим следующие кадры, которые тоже довольно редкие. Неизвестно, как погиб леопард, но в итоге он оказался в зубах огромного крокодила. А мы переходим к следующим оппонентам нашего героя, которые скорее являются легкой закуской. Но иногда бывает и такое, что стая обезьян может прогнать опасного зверя. Леопард против обезьян. Давайте начнем с ролика, где хищник поймал самку бабуина, на которой висел еще живой детеныш. Конечно, малыша очень жалко, и даже сам хищник пытался заботиться о нем как мог. Такие случаи нередкие, и бывают, когда все происходит наоборот, где уже детеныши леопардов оказываются в материнских объятиях обезьян. Конечно, спустя какое-то время все эти малыши погибают. За счет того, что леопард хорошо умеет взбираться на деревья и даже совершать небольшие прыжки с ветку на ветку, обезьянам скрыться от него на дереве довольно сложно. Давайте посмотрим нарезку роликов, как проходит охота леопарда на территории обезьян. Один из излюбленных способов охоты леопарда – это затаиться на дереве и ждать, пока жертва подойдет настолько близко, что можно пикировать сверху, сбив добычу с ног. Вот подобные кадры. И обезьяны здесь пытались помочь антилопе, но это безуспешно. Собаки, лучшие друзья человека, тоже подвергаются нападениям этих крупных пятнистых кошек. В сети огромное количество подобных кадров, и очень жалко всех собачек, но голодного дикого зверя это мало волнует. Давайте посмотрим подборку этих невероятных нападений.
этом все, друзья. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком и подпиской на канал. Поделитесь им в социальные сети и бейте в колокол. Это поможет не пропускать новые выпуски. Ниже в описании оставлю ссылки на предыдущие ролики. Если еще не видели их, переходите по ссылкам. А я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.